Мы увидели, что город Киев сдан, что защищать его силами небольших групп невозможно, и мы решили поэтому уехать в Крым. Мы понимали, что главным центром сопротивления на тот момент действительно будет Крым. Я приехал 3 марта в Симферополь. В этот же день я познакомился с Игорем Ивановичем Стрелковым. Состоялся короткий разговор в стиле там готов по защите русского мира. Он сформировался на территории Крыма. Вот 2/3 граждане Украины, причем даже не крымчане в основном, это беженцы из других регионов Украины. Вот, люди, которые знали друг друга, которые воевали в армии, которые имели какой-то опыт в военном деле. Им пришлось взять оружие в руки и зайти в город Славянск. Это путешествие, конечно, уже стало легендой. У вас было немного человек? 52 человека. 52 человека. 52 человека. И вы ехали из Крыма туда? Да. Там перешли границы, у нас не было четкого определенного плана, куда нам идти. Сразу мной поставлена задача для себя, то есть найти какой-то средней величины населенный пункт, с одной стороны достаточно значимый, то есть с другой стороны, как бы, в котором мы сможем быстро установить народную власть при помощи народа, а не просто там захватить. Поэтому те люди из местных, которые нас встречали, а нас, естественно, встречали люди, вот, которые заранее, то есть нас ждали машины, соответственно, был задан вопрос, где населенный пункт, который сможет нам предоставить сразу после прибытия, сразу, где мы получим массовую поддержку населения. Поэтому мы поехали сразу. Ехали мы очень на машине с хорошим названием «Новая почта». Это как некий такой, даже юмор в этом есть. 62 человека вооруженных приехали в город Славянск на новую почту, посылочка такая пришла. Коли ця наволоч не захоче уйти з нашої землі, ми її знищимо! Україна понад усе! I heard the voice of Jesus say, Satan, your kingdom must come down. I'm gonna pray till they tear your kingdom down. Pray till they tear your kingdom down. Satan, your kingdom must come down. Ребят, пропустите, пожалуйста, будьте добры. Ну, захватили, например, да, грубо говоря, или заняли городел, да. Местные жители баррикаду вокруг городела собрали за час. Люди собрались, собрался огромное количество местных жителей. России, Путин, вперед. Радовались, когда скинули флаг украинский с крыльца городела. Соответственно, к обеду весь город был в наших руках. То есть тем запасом оружия, который был в УВД, вооружились местные добровольцы, нас сразу стало где-то около 150 сразу человек, и уже через, по-моему, 2 дня я выделил, на следующий уже отправил группу Терца, 28 бойцов для занятия управы в Краматорске, что он, собственно говоря, и проделал на следующий день. Население нас целиком поддерживает. То есть подавляющее число жителей Славянска открыто выражали нам свою симпатию, поддержку. Они, правда, полагали, что мы так называемые зеленые человечки российские, поскольку у нас мы одеты были в одинаковую униформу, мы как бы были примерно одинаково вооружены и достаточно хорошо снаряжены за свой счет в основном. Ну, не в основном, а вообще за свой счет, естественно. Вот. И люди действительно с большой радостью нас принимают.
То есть они считали, что, вот, как и мы, собственно говоря, что вот все повторяется как в Крыму. То есть Москва вас не посылала туда? Нет, конечно. Командовски удалось захватить вот эту колонну из 6 бронемашин 25-й аэромобильной бригады. И когда эта колонна пришла в Славянск, вели ее механики-водители самой 25-й бригады. И вот один из механиков-водителей устроил как бы шоу. Вот он на своем БТРД крутил фигуры, да, в интернете. В площади там огромное количество людей смотрело на это, аплодировало, смеялось. То есть население в целом нас поддерживало, то есть однозначно. Say that your kingdom must come down. Say that your kingdom must come down. I heard the voice of Jesus cry. Satan, your kingdom Произошло в must час ночи. come down. Сюда на один из блокпостов на въезде в город приехали 4 джипа, вооруженные боевики до зубов. Они открыли огонь по мирным, обезоруженным людям. В итоге троих или еще один мирный житель скончался по дороге в больницу. Но на помощь мирным жителям подоспело народное ополчение, которое и помогло отбить атаку боевиков. Часов будет, блядь, у нас авианалет. 7 вертолетов, вертушек с Корочуна. 7 штук, да? 7 штук с Корочуна. Они стоят уже на будет спецназ. Да, Крым дошел. И 5 еще неизвестно откуда будут идти. То есть 13 штук. 13 вертолетов. Вертолетом сказали не стрелять. Автоматчиком стреляют только. ПТР. Стреляет. Утес стреляет. И стреляют снайпера. Третий. Их 3 уже. Юрий, молодец. Молодец, капитан. Давай. Держись, молодец. Тихо. Держись. За меня держись. За меня держись, говорю. Подхвати аккуратней. А что, помочь некому? Давай, на парашют, блядь. На парашют. Да, за пистолет не бросай. Я не бросил, у меня вон с тобой. Я поражен был. Спустилась вертушка. По нему стреляли, мы отошли. Я думал, они его заберут. Они подошли, забрали пистолет у раненого. Сели в вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого. Кто этот человек? Это Сюгуева, капитан. Господи, документы. Когда вот эти вертолеты первые прошибали? Это 2 мая было. 2 мая, да, была вот это. Все тоже перепуганные ходили. Вот, тогда тоже наши ребята уронили 3 вертолета. 2 Ми-24 и 1 Ми-8. Уронили, по-моему. И один покрошили в хлам со стрелкового оружия Ми-8. Его увезли. Он ушел, что-то сел своим ходом, все нормально, но потом его разобрали и увезли. Получается, вот это
батальон «Славянск». Смотрим. Вот прямо в расположение прилетел гость. Это момент начала так называемой завершающей, самой острой и победной фазы антитеррористической операции, по словам Авакова. Нас засыпали вот такими вот баскатиками. Многие из них воткнулись в землю, в асфальт, не разорвавшись. Вы уже видели кадры. Другие, там, где наши бойцы окружили эти мины сказочными скульптурками, чтобы предупредить родителей. А здесь вот она просто торчит в расположении. Прямо перед авто. Вот смотрите. Еще чуть-чуть, и не было бы авто, не было бы многих людей, потеряны были бы многие жизни. Вот такие вот пирожки. Кстати, была история, когда вот та мина, которая в другом месте, которую вы уже видели, она воткнулась сразу через 2 минуты после того, как на своем джипе проехал бай. Вот. Бог его бережет, хотя он и кричит Аллах Акбар. Пока. Семеновка. Передовой пост перед Славянском покидает все больше людей. Понятно почему. В этом доме были дети. Неизвестно, что с ними. Господь сохранил дом. Вот, живы мирные люди. Украинская власть решила научить их жить по-другому. БТР идет. Приехали. Все у нас. Поехали. Кто? Давайте. Был бой с самолетами, вертолетами, танками, БТРами с той стороны. У нас ребята сидели в окопах. Бой длился 8 часов. Это был 41 год. С приказом ни шагу назад. Начали летать самолеты. Гудели. Началась бомбежка. Да. Они сделали артподготовку. Ну так, слабенько. Думаю, что всем убили. Потому что никто не отвечает. Вот это. Полез там. Это уже когда? Утром тоже?
Да, уже утро. Ну, где-то уже после артподготовки. БТРы начали его сверху прикрывать. Вот. За танком шла пехота из солдатов, срочников. По ним начали вести огонь, и они начали падать. Не поймут, что откуда и куда стреляют, потому что вроде прячутся за танком, а они падают один за одним. Пехота отсеклась, по танку начали стрелять со всего, чего можно. Вроде бы танк остановился, подумал, постоял, потом поехал дальше. Наши ребята были вооружены оружием, которое лежало на складах, и нам достались так называемые ПТРД и ПТРС. Это оружия противотанковые 43-44 года. Они эффективны против танков того же времени, 43-44, а приходилось воевать с танками 80-х, 90-х годов. Вот. При удачном раскладе можно заклинить башню там, или сбить гусеницу. И вот расчет сидел в окопе, и ему не видно было танка, который обстреливал наши позиции. Как раз вот в тот бой и шел. И он вылез из окопа, занял другую позицию, вышел на прямую наводку и вел дуэль с этим танком, с этого ружья. Он выстрелил 5 или 6 раз по тому танку. Вот, танк ответил несколько раз и убил этих двух ребят. Стреляли с него все могли, ему бесполезно. Он продолжал движение, потихоньку, не спеша продолжал движение. Дополз до блоков, выпустили в нем, по-моему, это с крайнего блокпоста уже. Он по ним начал долбать, поразбивал все блоки. Попалил там все на свете. По нему попали с тяжелой стора попали по лобовой броне. Вот. Ему повредили чуть башню, вот он стоял, рычал, башню крутил, ничего. Пехоты нет, он один там стоял и потихоньку начал пятиться назад. Тут подключились самолеты, сушки. Сначала стреляли по нам, самолеты. Потом увидели, танк отступает вместе с пехотой, начали бить по своей пехоте. Там, где танк? Да. Я не знаю, по кому они били. Ну, в район танка, да, получается, да? Да. Вот. Потихоньку танк оттащили. БТР тоже там загорелся. Вот. Там разбули их немножко, и они потихоньку отошли за бугор. Ты же говорил, что он, когда пятился назад, он еще по раненым, получается. Да, естественно, раненые, которые уже падали, их уже никто не подбирал. Вот, как они лежали с автоматами, и он по ним проехался, там они до сих пор лежат. Выдвинули танки на мост и начали прямой наводкой бить по населенному пункту, конкретно отбивать по горе, по высотам, по больнице. И передний фланг нашей обороны, в основном основные удары пришлись на частный сектор. В общем, они беспорядочный огонь вели по частному сектору, и из артиллерийских орудий, видать, работали с плохой корректировкой. И танками они разбивали блокпосты. Пострадавшие? Да, среди нас есть пострадавшие и погибшие. Не так уж много, конечно, жалко ребят, но пока сейчас число сказать не могу, но это не более 10. Есть раненые, конечно. Ну и с нашей стороны тоже, естественно, есть. Не в таких масштабах, получается. Да. 8 человек за этот день. Долбили они со всех орудий, раздолбали все наши блиндажи. Целый день? Целый день. Это уже после танков, после разбитых вертолетов. Видать, обиделись очень сильно. Понесли, наверное, большие потери. И они используют, сейчас я вам перечислю все то, что они используют против, не то что против нас, но против всего населенного пункта Семеновка при штурме. Штурмовую авиацию, это Су-27, вертолеты МиГ-24, потом дальнобойные орудия, это или 152 миллиметра, даже больше, минометы,
120-миллиметровые. Танк стреляет. Там один танк подбитый стоит. Как бы он не сгорел до конца. Они экипаж заменили. И сейчас прямой наводка бьют по блокпостам. Я считаю, что это вертолет подбит, который сел. Один ушел направо и там потом задымился. Дальнейшая его история неизвестна. Он ушел далеко. Ну, конечно, они сгруппировали колонну в районе Краснолиманского моста и готовятся к следующему штурму. Видать, их командование толкает их вперед. Вот. Это они уже на следующий день начали уже полностью бомбить со всех орудий. То есть и град был, и гаубицы были, и минометы были. Стреляли, и даже не целый день с окопа и не вылезли. Окопы раздолбали так, щебенка летела в разные стороны. Была повезена икона, по-моему, Божьей Матери. Стена. Да, вышитая бисером. Поставлена была на... Непреодолимая стена, да? Да, непреодолимая Божья, да. Поставлена, вышитая бисером, была поставлена на первом блоке. Самый-самый первый. Ну, я не знаю, уцелела, не уцелела, я туда не ходил. Ну, танк раздолбал там все. Раздолбал все позиции, хорошо работал. Это один только? Да. А их там, если не попадут? Лево 7,9. Четвертый чера!
И мы наблюдаем, как горит наш... Ага. Да откуда? Тут Толик, блядь, ховается как бы тут. А что уже поздно, там уже все выгорело, Лера. Падли, бля, игру, клятву. Хотя бы пожарники, хотя бы притушили чуть-чуть. А? Хотя бы загасили, елки-палки. По мирным людям не стреляют. Народу очень много осколками побили мирных И ополченцев жителей. мирных жителей. Ну, в основном, конечно, Там мирные невозможно смотреть, что Вот там мы живем дома, ни блокпостов. Я родился в этом Порошенко, городе. пусть он будет проклят. И его дети пусть будут прокляты. Это я ценю. Пусть его дети пострадают так, как пострадали мы. Наши дети. Зачем мирных жителей? Говорю, блин, когда, говорю, умирают взрослые, это одно, а когда умирают дети, когда взрослые переживают своих детей, это уже другое, блин. Когда, блин, я двоих детей вывожу с подвала, и две женщины плачут, выходят, я их с фонариком их вывожу, потому что дом горит. И когда ребенка раненого выносят на руках, его несут, и он в конце переулка умирает, до больницы не доезжает, это уже другое. Это вот где беда. Они там, где, блин, сидят в Киеве, блин, их там не бомбят, они сидят, они только указы свои дают. Бомбить туда, бомбить сюда. Вот и все. Спасибо. Семеновка. Результат обстрела. Горят гаражи. Какое сегодня число? 14 июня. Вдали стрельба. Так, это самое, пошли минометы и гаубицы. Сейчас, подожди. А, это да. Это просто несколько залпов подряд и и эта мина упала. Ребята, работает град. Пожар. Подразделение легендарного Моторола. Вот смотрите. Дедушка, оставшийся в Семеновке, хотя большинство жителей выехало, и наш боец, защищающий Семеновку. Дедушка, вы почему не уехали? Ну куда я еду? Отсюда выехала уже. Да много здесь есть. В подвалах, сидим в подвалах уже полмесяца. Еду никто не привозит, магазины разбомблены, коммуникаций нет. Единственный способ выжить людям — это то, что привозят нам. Мы делимся с местными жителями, как говорится, поддерживаем наших отцов, стариков, дедов. Спасибо им. Как вы думаете, долго будет длиться эта война еще? Ой, не знаю, я не в курсе дела. Откуда? Славянск. Да, местные. Как долго будет длиться эта война? Я думаю, недолго. Почему? Мы не воюем не за деньги, а за свои ценности города Славянска и всей, как говорят, Новороссии. Мы бросили свою работу, мы бросили свой бизнес и стали с оружием защищать свой родной Славянск. Против Шелла, против высок, против западного навязчивой культуры, против Кончиты, против президентов, которые навязаны нам чужие ценности. У нас есть свои, у нас есть своя вера. Мы православные. И мы православные. Спасибо. Мы верим в то, что мы делаем. Мы за идею. Спасибо, брат.
достояние Твое. Состоится батюшка ложит нам оружие, который святой и благоверный князь Дмитрий Донской с образом спасения которого поведен на Куликовом поле. И будет после этого торжественно прибит древ, штандарт нашего первого добровольческого батальона. На этой войне случались чудесные ситуации? Да сколько угодно, но сплошь и рядом. Чудесно хотя бы то, что нас не уничтожили в первые дни. И чудесно то, что все планы противника по нашему уничтожению, они срывались. Вот. Чудесно то, что мы, особенно в Славянске, мы при минимальных потерях, действительно минимальных, наносили противнику несоизмеримо больший ущерб. Если вам около СМИ докладывали, что город Славянск окружен, то это была ложь, потому что поселок Семеновка был в наших руках. И по нему мы получали все необходимое и гуманитарку, и продовольствие. 45 суток мы этот поселок обороняли, и там действительно было ни шагу назад. Соотношение сил было в голову трудно вложить. С нашей стороны было 3,5 сотни человек, с обратной стороны 10 тысяч точно разведка докладывала, что было 10 тысяч. С несколькими десятками вооруженных людей противостоять всему государству Украины, пусть оно и находилось в состоянии развала и анархии, это все равно государство, и силы его несоизмеримы. Они нас могли придавить просто как миг. Но по каким-то стечениям обстоятельств, которые, наверное, имеют каждое по отдельности рациональное объяснение, но все в целом они невозможны. Потом сколько у них мало убитых. Фотографируйте, а то они говорят, что у них один убитый на вчерашний день. Вот он, вот он. Операция проводилась под командованием полевых командиров наших Лужка и его подчиненных. Операция прошла удачно. С близкого расстояния с помощью трофейной бронетехники расстреляли позиции противника, после этого атаковали пехотой. После этого вражеская артиллерия накрыла свои собственные позиции, поскольку они решили, что они уже захвачены, и что, поскольку у них есть приказ по захваченным позициям открывать огонь, то они добили свою собственную пехоту. С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами.
Так, вот идем на место, где происходило артобстрел происходил. Вот же вырвало аж с корнем дерева. Вон торчат, поломаны, оббитые. Вот воронка. Вот она воронка. И вот там еще одна воронка. Дальше идти не буду, опасно. Вот это все сделали, так сказаны, украинцы, которые за единую Украину или за что они там воюют. Вот это вот все, что они сделали. Это то, что они делают для Украины. Лес, в котором все отдыхают, разрушают. Ага, вот осколок, гляньте какой. Это после, это 5-дневной давности. Вот он. Вот 110-й калибр. Вот это они вот такими снарядами стреляют по нам. Все, прощаемся. Пока. Я только что вернулся с поля боя под Ямполем. У нас большие потери в технике, в вооружении. По одной простой причине, потому что опять же там противник бросил на нас больше 100 единиц бронетехники при мощной поддержке артиллерии, поддержке градами, минометами. Первую атаку наши бойцы отбили, подбили один танк, но с 15-20 танками справиться с 2 безоткатными пушками как-то все-таки сложновато. Вот, бой там еще продолжается, наши солдаты там держатся. Однако к вечеру не исключено, что противник сумеет прорваться. С другой стороны, удерживать ямпольскую позицию при сдаче Северска уже не имеет смысла. Наш гарнизон попадает в полное оперативное окружение, вот, и будет вести бой так же, как, наверное, вел гарнизон Брестской крепости, без всякого снабжения. Вот. Со своей стороны выношу глубокую благодарность Российской Федерации, которая нас так мощно поддерживает, вот, русский народ Донбасса. Вот. Но я все-таки еще надеюсь, что совести, если она вообще там водится в Москве, еще хватит на то, чтобы принять какие-то меры. Спасибо. Ямполь, после того, как они взяли в Ямполе, создали плацдарм в районе Кривой Луки и Закотного, они повернули выстроили колонну на Славянск, в направлении Николаевки. Вот, ударные группы у них сосредоточены в нашем направлении. То есть они даже оставили в покое Северск и готовятся штурмовать нас, возможно, одновременно с атакой на Краматорск. Что там за силы сосредоточены? По поводу, да, колонны? Ну, 3 километра где-то вытянута колонна одной бронетехники. То есть это достаточно тупая тактика, но в условиях, когда противостоят противник, противостоящий, слабо вооружен и слабо организован, она может оказаться относительно эффективной. То есть практика мощного таранного удара, вот, в расчете на то, что потери, конечно, будут, но зато удастся захватить территорию достаточно быстро. А вот немножко об их вооружении новом. Вот то, что вы говорите. Что за пехотинцы? Ну, в первую очередь, конечно, у них самый главный козырь — это танки. Вот. Сколько да, мы их подбиваем время от времени, но большим количеством танков они нас просто давят. У нас нет дальнобойной противотанковой артиллерии, своих собственных танков нет, которые мы могли бы использовать как противотанковые средства. В результате они нас давят танками и огромным количеством бронемашин.
То есть где-то у них около 60 бронеединиц БТР, БМП и БМД сейчас готовы к атаке. И около 20 танков при массированной поддержке артиллерии. Грады, ураганы. Сейчас здесь на Корочине две установки «Ураган» поставлены в готовности вести огонь, нацелены на Славянск. Также на Корочине оставшиеся батареи все наведены на Славянск. То есть мы ждем штурмовой атаки. А пехота вся, у них спецназ, с одной стороны, с другой стороны бойцы частных военных компаний. В частности, вчера в бою под Ямполем в атаку пошло около 80 наемников, вооруженных стрелковым оружием западного производства. Мешканцям Донецької та Луганської областей ми продемонстрували добру волю української влади. Працелюбні і мирні люди, якими є переважна більшість донеччан та луганчан, відчує наша симпатія, любов і повагу. Вони побачили щиру готовність Києва рахуватися з їхніми особливими думками та специфічними інтересами. На сегодняшний день Славянск, город-герой. Запомни, Порошенко. Ты расстрелял мирных людей и детей. И расстреливаешь до сих пор. І вони зрозуміли, що їхня безпека є нашим головним пріоритетом. Куди вони стріляли? Ще сильнішою стала міжнародна підтримка України. Посмотри, затянули его в магазин бруснику. Я не жалуюсь. Я обыкновенно говорю, все руки в крови. Мы его еле перевязали, чтобы почка у него не удалилась. Потому что врут и эти все, западная вся пресса, вся на врут. Ничего правда. Все эти сволочи. Они говорят, что мирные не страдают. Унікальний шанс з реалізації мирного плану реалізований. Так сталося через злочинні дії бойовиків. Уважаемый Порошенко, желаю твоим детям то, что наши дети испытывают. И делите свои деньги между собой, все правительство. И всех, кто нас трогает, чтобы я им желаю того, чего они нам пожелали. Доньки його, ти іспитаєш щось, що я не іспитала сьогодні. Пусть його синок теж кару таку понесе, милі мої, а йому желаю теж, я не можу достати ніде от діабета лікарства. Пусть він, щоб не достав ніде, пусть він теж здохне. Мир був, залишається і буде моєю метою. Міняються лише інструменти її досягнення. 30 червня увечері відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Після обговорення ситуації я, як Верховний Головнокомандувач, прийняв рішення не продовжувати режим одностороннього припинення вогню. Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки отримали відповідні накази. В реалізації поставлених сьогодні завдань із захисту територіальної цілісності вони більше не обмежені режимом припинення вогню. Ми будемо наступати. Так. Отходим с прежней позиции. Выход на Николаевку. Привал перед зеленкой, перед перебежкой. Вот ставок, понял? Ставок. Люди Печкина, чтобы вас встретили. Нам до Печкина, короче. Да, вам нужно будет дойти до Печкина всей группой. Понятно? Да. Прямой получается. Мы вот сейчас находимся здесь, в этой зеленке. То есть как мы ехали, все, я понял, через ставок. Через ставок подняться. Все, я понял. Мне самое главное, чтобы вы все дошли туда. Вы меня не возьмете за ПТ?
ПТРС? Ну, я могу за ПТРСом хочу сбегать, повидать сюда. Когда уходили, там никого не было, да? Боя не было движений. Они за карьеру туда спрятались. Но были их разговоры, там снайпера бля выдвигаются куда-то, еще какая-то. Не за карьером, по карьеру долбил танк, на карьере их не было. Они в зеленке там в самом начале спрятались. Мы вышли? Ну, только вас загасили, да, по-моему? Ну, а что вы хотели? Я себя чувствую нормально. Это Д, за что меня ранили. Все, давайте, мне некогда, я работаю. Николаевка, доложите обстановку для грозы. Жди малую. Да все, короче, в Николаевке идет боестолкновение. Бронетехника вошла в город, и, короче, гасят все и вся. Все дома гражданские, мирные, без разницы. Уничтожают все. Мама, мне ты покажешь? Рядышком. Не выходи, застрелят еще. Из 206 человек, которые держали Ямпольский блокпост, пришло в Славянск человек 70. Из нас сделали отдельную роту, резервную роту Стрелкова непосредственно. Вот. И, короче, поставили нас охранять город Николаевку. Город небольшой. Вот. Мы там простояли около 2 недель, оборону держали. Потом нас оттуда выдавили тяжелой артиллерией, бронетехникой. Там было страшно. Там, я так скажу, по 8 утра приблизительно первый выстрел попадает в длинную пятиэтажку, и подъезд садится сразу, как на глазах. А мы были глазами, короче, у нашего блокпоста нижнего, мы были глазами у него. Потому что блокпост получался в низине, а мы стояли на высотке. И нам было видно весь город, ну и и мы так территорию сзади себя контролировали. Там зеленку, поля. Вот, выстрел, дом лег на глазах, а потом начался массированный обстрел. Я супруга, работник станции. Мы работаем на Славке. Началась бомбежка, ну и артобстрел. Мы спустились вниз в подвал, вроде находились. Думали, что нас пронесут. На секунду вышли. Мне случайно, ранение не тяжелое, просто нога особо, там мелочи, подбитая. Посветите на ногу, пожалуйста. Я не понимаю. А квартиру всю и дом разбомбили полностью. Все. Это не такое сознание потерял. Нет у нас ни квартиры, ни работы. Мы не были ни боевиками, никем. У нас есть пропуска. Все. Вот это единственное, что взяли с собой документы. Ничего не осталось вообще. Больше у нас нет ничего. Вчера противник полностью окружил Николаевку. Ожесточеннейшим образом ее обстреливал из всех видов оружия, из тяжелых установок РСЗО, из гаубиц, из минометов, танками, БТРами. Очень большие разрушения. Наши отряды, которые находятся в Николаевке, сейчас продолжают бои в окружении. Связи с ними нет. Николаевка полностью отрезана от Славянска. В настоящее время с юга к городу по трассе Харьков-Ростов на Семеновку движется большая колонна бронетехники противника. Одновременно противник продолжает непрерывный обстрел города, Семеновки, артиллерии. Разрушена вчера была и горела Николаевская ТЭС. В принципе, мы имеем дело с неприкрытым геноцидом. То есть для того, чтобы сломить сопротивление ополчения, противник, не задумываясь, применяет все средства вооружения по мирному населению. Естественно, что ополченцы, видя разрушение и гибель мирных жителей, начинают терять волю к борьбе. Я хочу вам сказать, что в Славянске нет ни одного чеченца, ни одного наемника, нет ни одного человека, который бы находился здесь не по доброй воле. Если раньше 90% бойцов составляли местные, сейчас они составляют 95%. Из всего гарнизона может быть несколько десятков человек.
прибывших из России. Большинство, подавляющее большинство, это граждане Украины, из них подавляющее большинство жителей Донбасса. Люди, которые сознательно взяли в руки оружие, чтобы защищать свои дома, свои семьи, свою родину, чтобы защищать свой язык и свою культуру, чтобы защищать Россию, потому что от нее они никогда не отделяли себя. Они считают себя русскими, они хотят жить в России. Это право у них отняли давно, а теперь, когда это право они попытались восстановить, Россия не хочет помочь им воссоединиться со своим народом, со своей большой русской семьей. Это очень тяжело осознавать, что за 3 месяца, скоро уже 3 месяца, как мы в Славянске, скоро уже 3 месяца, как мы пришли помогать местному населению защитить свои права, что за 3 месяца нам практически не поступило никакой реальной помощи. Я не скажу, что Россия не помогает. Огромный поток гуманитарных грузов, снаряжения, формы идет по частным каналам. Но того, что нам крайне необходимо, нам не поступает. За время перемирия украинская армия провела полное сосредоточение и мобилизацию. Более 60 тяжелых орудий сейчас смотрят на Семеновку и на Славянск, на Краматорск. 2 десятка установок РСЗО, в том числе «Грады» и «Ураганы», «Смерчи». Тяжелые минометы. Все это смотрит сюда. Снарядов у противника столько, сколько я не видел, что было в Чечне. У нас столько снарядов не было в свое время. То есть и вся эта артиллерия непрерывно работает. Колонны снабжения идут непрерывно. Подбрасывается техника. Харьков доблестно ремонтирует в день по 1,5 десятка машин. Мы подбиваем 1-2 единицы бронетехники в день. Не более того. Противник успевает наращивать силы и средства быстрее, чем их расходы, причем намного быстрее. Мы готовы сражаться, мы готовы погибнуть. Но не хочется погибнуть бессмысленно и похоронить под развалинами города людей, которые нам поверили. Некоторые считают, что я паникую, что я нервничаю. Да, я нервничаю. У меня каждый день гибнут солдаты. Больницы переполнены ранеными. Очень тяжело видеть детей без ног, разорванных снарядами. Мы будем сражаться. Много боли, горя и лишений нам с тобой изготовила судьба. Редкие Я просто понял, что если есть шанс спасти бригаду, то он буквально что-то время в часах измеряется. После того, как они заняли Николаевку, после того, как даже в самый последний момент у нас не было ни техники, ни боеприпасов, чтобы удержать эту. Я понимал, то есть я ставил себя на место противника, я понимал, что после того, как нас окружат, нас штурмовать не будут. То есть нам закроют последний проход, обложат его минами, поставят пушки, пулеметы и будут тупо ждать, когда у нас кончится продовольствие. И когда страданиям нет предела, и померкло солнце для тебя, не забудь, что где-то бьется сердце. Вместе, все здесь находятся, все здесь. Никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и вдруг станет раем. Боль уйдет, как талая вода. И собравшись мы за чашкой чая, начав откровенный разговор, боль твою развеем и печали навсегда покинут этот дом. Никогда
никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и от рук станет раем. Боль уйдет, как талая вода. Никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и от рук станет раем. Боль уйдет, как талая вода.